город-муниципалитет Гермосоя. Гермосоя, здесь присутствует также у нас и новое, только новое жилье. Новые ЖК подорожали на 0,18% за месяц. И по локациям вы также можете посмотреть, как очень сильно, друзья, отличается стоимость квадратного метра. И является данный город-муниципалитет лидером по стоимости квадратного метра. Еще раз напомню, место Гермосоя 5449 евро за квадратный метр, рост за месяц 0,18%. Смотрим, что произошло за 12 месяцев. Динамика роста все 12 месяцев. Начиная с июля месяца 2025 года, это у нас 5349 евро. И в июле 2026 года 5449 евро, что показало динамику роста всего лишь 1,87%. Ну, это тоже можно назвать динамику роста более-менее адекватной, хотя мы видим, что это уже не 2% и не 4%, как в Лимассоле. Дальше слайд, посвященный небольшому городу-муниципалитету Ипсанас. Здесь мы видим, что стоимость квадратного метра также выросла за месяц. Это новое жилье исключительное, 0,34%. И самое бюджетное, друзья, жилье провинции Лимассол 2944 евро. Внизу повторяющиеся данные, можете их тоже прочитать. Смотрим, что произошло с городом-муниципалитетом Ипсанас за 12 месяцев. Видим, что июль 2025 года 2886 евро, снижение до декабря 2025 года. И уже с января 2026 года динамика роста стала показывать нам медленное и уверенное, что, видите, вот эта аппроксимирующая линия тренда идет вверх. Что показало в годовом измерении, внизу смотрим на табличные данные, 2,03%. То есть это адекватное, опять же, поведение рынка в данном городе-муниципалитете. Ну и последний город-муниципалитет Катаполи-Мидия. Здесь также только новое жилье, друзья. Видим, что выросла стоимость за месяц на 0,15%. Средняя стоимость квадратного метра 3321 евро. В таблице можете посмотреть по локациям, которые вас могут заинтересовать, как меняется сильно стоимость квадратного метра. Ну, еще раз повторюсь, рост за месяц плюс 0,15%. Средняя стоимость в целом по городу-муниципалитету 3321 евро. И что произошло за год в данном городе-муниципалитете. Также видим, что в июле 2025 года это у нас было 3300 евро. Стоимость снижалась до декабря 2025 года, и с января 2026 года медленный и уверенный рост. И я так предполагаю, что на 7 месяцев, то есть это уже можно говорить тенденции, этот рост мы будем наблюдать до конца года. В годовом измерении это всего лишь 0,65%. Но с учетом того, что только лишь 7 месяцев растет стоимость, а период здесь 12 месяцев. То есть получается, что сколько там 5 месяцев видели снижение и 7 месяцев видим незначительную динамику роста. Друзья, подытоживающие данные, очень кратко, в целом по провинции. Здесь, значит, мы проговорим, помните, что в провинцию входят 6 крупных областных, чуть не сказал, это в Украине областные, здесь просто города-муниципалитеты. Итак, новое жилье за месяц, период сравнения у нас июнь 2026 год с июлем 2026 года сравниваем. В целом красная черта. Подорожала недвижимость на 0,26%, индекс положительная единичка, запятая 0,03. Старое жилье, друзья, 3666 евро стоимость квадратного метра. И здесь мы динамику видим снижения. Но данные только по Лимассолу, именно городу-муниципалитету. В остальных это городах-муниципалитетах присутствовал только новый рынок, нового жилья. Поэтому вот такая вот история.
Здесь за месяц снижение минус 0,11%, индекс отрицательный 0,999. А следующий слайд, тут